работу поступил компрессор фирмы Sanden, сделанный для VAG Group. Данный компрессор модель 8415P. По словам заказчика, он перестал холодить. Компрессор дует, но воздух при этом в салон поступает горячий. Уже предварительно снял срывную пластину. Она была сорвана, она прокручивалась отдельно от шкива. Сейчас снимем шкив, отправим компрессор на мойку и будем разбирать. Также я посмотрел порты, они немножко темные, что свидетельствует о перегреве компрессора. В результате нехватка масла. Так, продолжим разборку. Стопорное кольцо я уже снял. Сейчас надо снять шкив. Шкив снимается при помощи спецсъемника. Другие способы съема неприемлемы, так как могут деформировать шкив, если он металлический, или поломать его вовсе, если шкив пластиковый. Перед разборкой компрессора проверим на работоспособность управляющий клапан специальным прибором, включаем соответствующие разъемы и подаем питание. Клапан работает, обрывов в цепи не показывает, и также раздается характерный звук. Мы сняли крышку нашего компрессора, и как мы видим, он в очень хорошем состоянии. Вал свободно вращается, следов перегрева нету, поршня имеют свободный ход, постороннего шума не издает. Также, как мы видим, в внутренней крышке нет ни следов перегрева, ни посторонних частиц. Так что мы можем закрывать компрессор, собирать его и искать причину срыва пластины надо в машине. Данной причиной может являться проблема с радиатором. Или забиты соты, или может поврежден был радиатор, не было должного охлаждения, давление в системе возросло, срывную пластину сорвало. Сейчас мы наш компрессор установим на стенд. Перед этим зальем масло, необходимое для работы. Наш компрессор установлен на стенд. Запускаем мотор. Даем мощность управляющему клапану. Как мы видим, показания меняются. В высоком контуре давление растет, низко падает. Компрессор посторонних шумов не издает, работает исправно. Все, наш компрессор готов к выдаче заказчику.